Если тормозит YouTube, в описании ссылка, как ускорить, и партнерский VPN Liberty, где 30 дней бесплатно. Ночью в Брянской области, как предполагается, в результате диверсионного подрыва опор на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост. Тут же в рухнувший мост врезался пассажирский поезд. На момент записи этого ролика известно о 7 погибших и 33 пострадавших, среди которых ребенок. Если версия о диверсии в приграничье верна, а выглядит атака на транспортную инфраструктуру прифронтовой зоны достоверно, то она очень органично ложится к тому сюжету, который фоном обсуждается во всех регионах центральной части России. Интенсивность налетов беспилотников резко возросла. Резко возрос и ущерб от таких атак. Это не беспилотник, а подрыв. Но это все еще спланированная атака вглубь территории России, в результате которой есть пострадавшие и погибшие. Одно из базовых свойств войны заключается в том, что война не статична. Это процесс постоянной эскалации с обеих сторон. Когда мы смотрим на график прилетов беспилотников по российской территории, мы сразу понимаем, в последние 2 месяца, когда война могла бы встать как минимум на паузу, если бы Путин не идиотничал, в это время случился резкий взлет числа атак по российской территории. Мы видим не плавный рост, не гладкий тренд, а именно что скачок. Что, в общем, может означать только одно – Украина совершила качественный переход в своей дроновой промышленности. Теперь она способна производить и запускать на порядок больше дронов «Камикадзе» по российской территории. Не десятки, а сотни. И последствия у этого вполне конкретные. Мало того, что горят заводы и склады, обломки падают на жилые дома и объекты инфраструктуры, так еще и распространенной становится практика отключения мобильного интернета и глушения GPS. Если год назад и все время до этого сходящие с ума навигаторы были издержкой жизни в самом центре Москвы, буквально в окрестностях Кремля, то сейчас это распространилось на всю европейскую часть России. Обкатанное на Москве во время майских праздников отключение мобильного интернета тоже стало частой практикой. Но примерно то же самое сейчас происходит и в обратную сторону. Российские дроны несут больше взрывчатки, становятся технологичнее, летают выше, а сбивать их сложнее. Раньше словосочетание «война дронов» относилось скорее к линии фронта, а взаимные удары вглубь территории ни по массовости, ни по ущербу даже рядом не стояли с ударами ракетными. Теперь же мы видим тот самый качественный переход. Обе стороны оказались способны устроить натуральный террор в глубоком тылу противника. Это возвращает нас к разговору о том, кто готов воевать еще год, 2, 3 или 20, а кто не готов. Каждый день войны не похож на предыдущий и не будет похож на следующий. Война каждый день меняется. Война каждый день создает новые риски. По-настоящему массированные атаки дронами по российской территории только начались. И уже сейчас ПВО, как минимум, не в полной мере с ними справляются. Значительная доля беспилотников достигает своих целей и разносит очень чувствительные объекты. Уже далеко не только хрупкие нефтеперерабатывающие установки, но химические комбинаты и заводы микроэлектроники. Путин не желает останавливать войну. Ему хочется развлекаться и красоваться, что явно идет строго поперек стремлениям остального российского государства. Мы имеем тут в виду не только санкции и глумление над Дональдом Трампом, не только упорство Путина в том, чтобы не брать из рук президента США конец войны, который можно выдать за победу и который Путину изо всех сил пытаются впихнуть. Война с каждым днем становится опаснее. Допустим, на грузчика, подписавшего контракт за 3 миллиона, элитам и властям, да и, в общем-то, более-менее всем сейчас, как-то наплевать. Но боевые действия уже прорвались далеко за линию фронта, далеко за пределы приграничных территорий. Горят заводы, которые кому-то принадлежат. Нарушается привычное течение жизни в самой населенной и самой экономически активной части страны, где в общем и целом войну не замечали. Где государство делало все возможное, чтобы не замечали и дальше. Очень сложно не увидеть, что все идет как-то не так. Когда вся технологическая жизнь, круглосуточные доставки, дешевое такси, финансовые сервисы, когда все, чем Россия может вполне обоснованно гордиться, вдруг превращается в тыкву. На 4-м году войны отключение GPS и мобильного интернета в топе запросов Гугла по регионам Центральной России. На 4-м году войны ПВО не способно в полной мере защитить глубокий тыл от дронов, которые из игрушек превратились в серьезное оружие.
И дело даже не в том, что происходит прямо сейчас. Тут стоит задаться вопросом, как война будет выглядеть через год? Если сейчас Украина способна производить и запускать сотни дронов в день, то сколько сможет через полгода? А в 26-м году? А в 27-м? Путин всем своим видом дает понять, что может и хочет воевать годами. И с его точки зрения это действительно так. Он не пользуется доставкой и такси. Рядом с ним не взлетит на воздух химический комбинат. В его резиденцию не прилетит дрон, ведь туда подтянут сколько смогут ПВО. С точки зрения Путина война не меняется. Для него война – это захватывающее передвижение подразделений по боевой карте. И он на вершине мирового господства. Но все остальные, в особенности те, кто составляет верхушку российской элиты, не могут не видеть, до какой степени все изменилось. Ну хорошо, сегодня удается защитить Москву, по крайней мере, от массированных прилетов. Сегодня все неудобства ограничиваются неработающей навигацией и отключением мобильного интернета. Но что будет завтра? Война дронов явно показала, производить, развивать и совершенствовать беспилотники гораздо дешевле, проще и быстрее, чем любые средства защиты от них. Обе стороны тут все хорошо понимают и будут активно работать в этом направлении. Но дроны – просто частный пример того, как война создает постоянную нестабильность и непредсказуемость. Война – такое мероприятие, из-за которого нельзя ожидать, что завтра получится жить так же, как сегодня. Российская армия прямо сейчас ведет наступление, то есть активно тратит людской ресурс. Масштабы станут понятны через несколько месяцев, когда потери отразятся в цифрах медиазоны. Но и без цифр понятно, эскалация очень дорого стоит, если измерять ее в человеческих жизнях. Потери, видимо, пока удается покрывать притоком наемников. Судя по всему, пока сохраняется рыночное равновесие, при котором есть стабильный приток людей, готовых продать свою жизнь за 2-3 миллиона рублей, в зависимости от региона. Поток этот явно не того масштаба, о котором фантазирует Путин. Не 50-60 тысяч в месяц, но эксперты сходятся на том, что где-то 30 тысяч, видимо, там набирается. Однако совершенно не факт, что равновесие это сохранится и дальше. В какой-то момент может оказаться, что всех или почти всех, кто достаточно отчаялся и готов свою единственную жизнь поменять на эквивалент стоимости китайского кроссовера, всех таких людей уже выгребли. Когда Путин воображает себя то Сталиным, то Петром I, когда сам намекает, а его ручные Мединские прямо говорят, что Россия готова воевать хоть 20 лет, в такие моменты Путин забывает одно простое обстоятельство. И Сталин, и Петр возглавляли гигантские крестьянские империи, где не рожали только камни и вода, где молодые мужики, которые участники и жертвы любой большой войны, производились в избыточном количестве. Россия сейчас и близко не такая страна. Путин воюет так, будто людей у него бесконечное количество. Будто за каждый хутор можно положить половину бригады и на их место без проблем набрать новых. Тем временем российское государство вынуждено покупать людей поштучно и очень дорого. Пока Россия в наступлении, Путин, в общем-то, находится в выгодной переговорной позиции. Переговоры активно саботируют именно тогда, когда можно либо благодаря Трампу, либо в силу фронтовой ситуации завершить все так, чтобы происходящее выглядело как победа. Такая ситуация на фронте достигается ценой гигантских потерь, которые пока компенсируются притоком новых наемников, но совершенно не факт, что так будет через год. Не факт, что в бессмысленных продвижениях ради продвижений не поубивают столько народу, что уже и оборону будет не удержать. Но самое страшное, даже не перспектива новых санкций, на которые Трампа, видимо, выморозят. Не прилеты дронов, которые будут все страшнее и разрушительнее. Настолько, что начнут гибнуть люди, в том числе в Москве, и о всяком поддержании нормальности можно будет забыть. Даже не то, что фронтовая ситуация может обернуться вокруг своей оси, и завтра уже никто таких сказочных договоренностей предлагать не будет. Самая опасная перемена вследствие войны меняется сам Владимир Путин. Чем дальше, тем сложнее понять, какими мотивами обусловлены его действия. Чем дальше, тем сложнее нащупать грань, перед которой он остановится. Когда обсуждаются новости о строительстве военных баз у границ Финляндии и стран Балтии, когда в явном виде создается инфраструктура для будущего нападения, все подряд эксперты, что наши, что западные, начинают приводить десятки состоятельных и рациональных аргументов, почему нападение на этом направлении не случится.
Потому что прямое столкновение со странами НАТО, даже с учетом очевидного кризиса в Альянсе, это риск. Дональд Трамп на то и непредсказуемый, что его реакцию невозможно предсказать. Да, пока он достаточно явно намекает, что США не собираются воевать за Таллин. Но пока и нападение на Таллин выглядит умозрительным. И никто не знает, насколько далеки слова Дональда Трампа окажутся от его действий, если вдруг угроза реализуется. Нам говорят, у Путина нет избытка ресурсов. Открытие второго фронта с оттягиванием туда сотен тысяч солдат обрушит фронт в Украине. Что, видимо, с точки зрения военной логики совершенно верно. Нам говорят, распространение войны на Евросоюз – это риск санкций совершенно иного масштаба. При всей непоследовательности Европы и западного мира в целом очень сложно представить, что в случае прямой войны Путина не попытаются всерьез задушить в денежном смысле. Проблема в том, что такие же рациональные и бесспорные аргументы можно было привести в пользу версии, что в марте-апреле Путин схватится за предложенную Трампом сделку и закончит войну. Не существует ни одного рационального аргумента, почему надо идиотничать и бесить американского президента. Как не существует никаких выгод и перспектив от продолжения войны. Наоборот, только издержки и риски. Но происходит то, что происходит. Бесполезно искать рациональные аргументы там, где работают эмоции, где человек просто проверяет границы, до которых можно безнаказанно унижать американского президента. И в этом вся цель. А когда нужно постоянно обострять, чтобы просто-напросто не скучно было, то это, во-первых, процесс, направленный в одну сторону, постоянная эскалация. Если сегодняшний темп войны и градус издевательств над американской администрацией достаточный повод для Путина, чтобы вставать по утрам, то завтра он вполне может проверить, как там будет вертеться американский президент, если в Латвию вторгнутся. Во-вторых, у такого вида эскалации по определению нет границ. Если самоценен процесс, то не существует достижимого результата, который оправдывает прекращение процесса. Уже невозможно думать, что следует просто подождать, что Путин просто захватит то-то и то-то, а потом с ним можно договориться о том-то и том-то, и на этом все закончится. Нынешний Путин совсем не тот человек, которого мы знали раньше. Не тот, кто в 2014 году захватил Крым. Тогда, при всей беззаконности происходящего, все выглядело рационально. Путин забрал то, что смог забрать быстро и бесплатно. У него не случилось никакого головокружения от успехов. Он не решил, будто с остальной Украиной получится так же легко, как с Крымом. И когда столкнулся с ожесточенным сопротивлением на Донбассе, свернул лавочку. Мол, пропагандистский эффект от Крыма получен, а дальше все может быть только хуже. Это рациональное поведение. Сейчас же все иначе. Сейчас Путину нужен не пропагандистский эффект, а эмоции. И получать их он готов любой ценой. Именно это его стремление, которое ведет к непредсказуемости и опасным поступкам, главная угроза для всей российской элиты. Война будет нести все большие риски не только потому, что меняется сама по себе, но еще и потому, что Путин полюбил риск. Риск, который не касается его самого, но касается его окружения. В середине весны могло показаться, что Путин находится в идеальной ситуации, что он всех переиграл и все сошло ему с рук. Но, видимо, именно степень идеальности ситуации, ее неправдоподобность Путина и подвела. Когда спустя 3 года кровавой и бессмысленной мясорубки, предельно далекой от любой победы, тебе приносят бесплатную победу, буквально на блюдечке, очень сложно не поверить, что ты самый большой любимчик фортуны. Что дальше можно творить чего душе угодно. Что можно повышать ставки до запредельных величин. Тебе все равно предложат победу, только условия будут еще приятнее. Что буквально ветер истории дует в твои паруса. Именно вера в абсолютную безнаказанность, которая не дает остановиться и требует протестировать пределы того, насколько можно сломать мироустройство, главная опасность от продолжения войны. И не только для граждан, в чей дом или завод может прилететь дрон, но в первую очередь для высшей российской элиты. Ведь их теперь возглавляет не рациональный диктатор, чьи мотивы можно предсказать. Их теперь возглавляет фанатик. От него зависит их жизнь. От фанатика, который верит не в Бога, а в удачу. Явно верит истово. До завтра.